Боже, какой это вкусный торт! Самый вкусный шоколадный торт, который я когда-либо ела. И самое приятное, что формулу этого торта я вывела сама. Я получила именно тот бисквит, который хотела. Без привкуса соды, без тяжелой плотной текстуры, очень легкий в приготовлении, вы сами в этом убедитесь, и с насыщенным глубоким шоколадным вкусом. Бисквит очень воздушный, но по вкусу похож на брауни. А в холодном виде этот торт похож на мороженое. Это просто настоящий праздник вкуса для настоящих шокоголиков. А насколько легко это готовить, вы сейчас сами убедитесь. Погнали! Прежде чем испечем бисквит, я предлагаю сначала приготовить шоколадный ганаш, чтобы он успел стабилизироваться к тому времени, когда бисквит будет готов. Ганашу нужно будет хотя бы успеть остыть, потому что все готовится очень быстро. Не доводя до кипения, разогреваем 170 мл жирных сливок. Я буду использовать темный шоколад с молочным пополам. Можно брать в плитке, у меня капли шоколадные. В миску добавляю по 75 грамм темного и молочного шоколада и заливаю хорошо разогретыми горячими сливками. Если используете только темный, то сливок можно прибавить 20 мл. Если только молочный, то убавить 20 мл, потому что консистенция темного и молочного шоколада она разная. Через 10 минут шоколад полностью растает. Все перемешиваем силиконовой лопаткой. Ничего блендером взбивать не нужно. Ганаш получается гладкий и однородный. Оставляем его остывать на столе, он пока еще теплый. По мере остывания он будет немного густеть. Ну и пока ганаш стабилизируется, приготовим этот невероятно шоколадный бисквит. Готовить будем на какао-порошке, чтобы не делать бисквиты слишком дорогими из-за содержания еще одной плитки шоколада. В миску просеиваем 70 грамм обычной белой муки и около 60 грамм темного алкализованного какао-порошка. Вот так он выглядит. Это натуральный какао-порошок, не обезжиренный, но обработанный щелочью, имеет очень интенсивный шоколадный вкус и пониженную кислотность, а также очень темный, насыщенный шоколадный цвет. Добавляем 1 чайную ложку с легкой горкой разрыхлителя, это около 5 грамм. Все сухие ингредиенты просеиваем через мелкое сито. Особенно важно просеять какао-порошок, потому что он комкуется в упаковке. И все сухие ингредиенты перемешиваем венчиком. Я не люблю бисквиты, в приготовлении которых нужно во взбитую пышную яичную массу добавлять сухие ингредиенты. Обязательно остаются комочки, это меня раздражает, потому в этом рецепте я сделала все по-другому. Готовим 170 грамм горячего, растворимого или натурального кофе. И этим горячим кофе заливаем 70 грамм сливочного масла. Перемешиваем, чтобы масло растаяло, и за считанные минуты мы сейчас получим очень хорошее тесто для бисквита. В хорошем, качественном, ароматном бисквите, на мой взгляд, обязательно должно быть сливочное масло. Только на растительном масле бисквит получается не такой ароматный. Разбиваем 3 яйца, желтки отправляем к сухим ингредиентам, белки откладываем в сторону. К сухим ингредиентам также добавляем теплый кофе со сливочным маслом. Он уже остыл, не горячий. Добавляем пол чайной ложки соли. Вливаем 30 грамм растительного масла, можно взять простое подсолнечное. Немного экстракта ванили, ну или если нет, ложечку ванильного сахара. И хорошенечко перемешиваем. Лучше всего это делать с помощью венчика. Все возможные комочки моментально расходятся. Получаем гладкое, умеренно жидкое тесто. 3 оставшихся белка на средней скорости взбиваем до пены. Всыпаем 60 грамм сахара и на более высокой скорости взбиваем еще пару минут. Получаем пышную белковую массу с мягким клювиком. И аккуратно с помощью лопатки в 2 приема вводим взбитые белки в шоколадное тесто. Нежно перемешиваем движениями снизу вверх. Получаем вот такое воздушное, однородное, пышное, гладкое и очень шоколадное тесто. Я выпекаю один большой бисквит, выливаю тесто в стандартный противень обычной духовки. Размер противня по дну 35 на 30 см.
Уголочки пергамента я подрезаю для того, чтобы пергамент хорошо вложился в дно формы. Это обеспечивает ровные стороны прямоугольного бисквита. Не округленные, а довольно-таки ровные. А перед выпечкой бисквита я хочу вам показать и рассказать о своем особом продукте, которым я очень горжусь. Это мой авторский курс по приготовлению слоеного теста и шикарного хрустящего Наполеона из этого теста. Можно сказать, что это углубленный рецепт с пониманием логики и техники слоения, идентичной профессиональному слоению круассанов, но без специальной техники и каких-то особых инструментов. Все делаем вручную. 7 подробных, очень детальных видеоуроков. Ссылочка на курс закреплена в описании под видео первой строкой. Жду вас на моем курсе. Возвращаемся к нашему шоколадному бисквиту. Противень с ровным слоем бисквитного теста отправляем в горячую духовку, разогретую до 150 градусов Цельсия, и выпекаем на режиме вверх-вниз около 18 минут. Для разных духовок время выпечки может отличаться. В принципе, после 15 минут бисквит готов. Горячий бисквит я укрываю противнем, чтобы сохранить его влажность. Я не люблю сухие бисквиты, и пропитывать мы тортик не будем. Бисквит получается не твердым, он мягкий и очень нежный. Канцелярским ножом я подрезаю края, чтобы были ровные. Смотрите, какая нежная текстура, насыщенный цвет, а вкус я вообще молчу, он невероятный. Испеченный пласт бисквитный получается в длину около 32 см. Я нарезаю его на 4 длинных коржа одинаковой ширины 7-8 см. Коржи требуют аккуратного обращения, они хоть и гибкие, но на весу или в руках, или при неосторожном движении могут порваться. К тому времени, как бисквит остыл, ганаш стабилизировался при комнатной температуре и тоже немного загустел. Должна сказать, что удобнее работать с прохладным ганашем. Если ганаш жидковат, его можно отправить на 5-10 минут в холодильник или поставить в миску с холодной водой и перемешивать периодически для того, чтобы он стал более стабильным, так как с жидким ганашем работать сложно. Для зрелищности я, конечно, буду перемазывать более таким жидким ганашем, он довольно послушный и не выдавливается коржами, остается между слоями, но удобнее работать с более прохладным ганашем, но не совершенно холодным. В холодильнике он твердеет, и намазать его будет чрезвычайно сложно. Торт я собираю на плоской подложке, так удобнее всего потом его нарезать. На каждый корж я выливаю примерно 70 грамм ганаша, стараюсь его ровно распределить от края до края. Он красиво подтекает, и это очень аппетитно. Оставшимся ганашем обмазываем бочка, но сначала наслаждаемся этим невероятным шоколадным блеском. Шоколад блестит, пока он не остывший. При комнатной температуре он все еще блестит. Боковые обрезки бисквита, а также остатки на пергаменте я подсушиваю в остывающей после выпечки духовке, перемалываю на кофемолке и через ситечко получаю очень классную мелкую обсыпку, которой можно очень эффектно задекорировать торт. Сочетание блестящей и матовой текстуры, похожей на трюфель, придает торту очень эффектный вид. Хотя и без обсыпки торт выглядит очень шоколадным. Этой крошкой с помощью скребка я обсыпаю бока, ну и уголочки торта. Торту пропитываться не нужно, можно сразу же разрезать, даже теплым, и наслаждаться. Потому что этот торт – это чистое наслаждение. Такой тортик я готовлю просто для уютного домашнего чаепития, но если удвоить эту порцию и испечь круглые коржи, то получится невероятно праздничный шоколадный торт. Пожалуй, самый вкусный из всех, который вам доводилось пробовать. Конечно же, торт я рекомендую хранить в холодильнике. Для дома я его нарезаю вот на такие маленькие крошечные кусочки для вкусного кусочка к кофе или к чаю, чтобы каждый раз не отрезать, а просто открыл холодильник, взял из тарелочки вкусный кусочек, как конфетка, и насладился.
Ну, что скажете? Соблазнила я вас на приготовление такого очень шоколадного, божественно вкусного десерта? А если вы забыли поставить лайк, то сделайте это прямо сейчас. Пеките с удовольствием и на здоровье. Ведь наслаждаться небольшим кусочком вкусного десерта – это тоже про здоровье.